И еще раз здравствуйте, меня зовут Александр, и сегодня я вам расскажу о том, как я создавал книгу проза. Сегодня я получил ее из типографии и сделаю распаковку в прямом эфире. Но с чего все началось? Смотрите, есть такой сайт у нас, Readero. Вот он так выглядит. В общем-то, достаточно простой, но он делает чудеса. Вот видите, вот книга. И все в этой книге я создавал с нуля. Обложку, фотографию вот эту делал. Вот здесь на этом сайте можно эту книгу полистать. Вот так вот она выглядит. Вот так вот ее титульные листы выглядят и другая информация, аннотация. Вот так выглядят иллюстрации. Вот, запомните это. Ну вот, допустим, телопись. А теперь я вам покажу книгу физическую. Книгу физическую. Но для того, чтобы я ее показал, ее надо сначала распаковать. Только что я получил ее в СДЭКе. Вот. Вчера не мог получить, потому что света не было. Вот доставка СДЭК. И сейчас я возьму вот этот вот нож и буду ее извлекать из коробки. Вот уже коробка вскрыта. Там сейчас будет еще она в бумаге. Она не просто так, она в бумаге. Сейчас надо будет достать этот бумажный пакет. Я просто вытряхну это на диван. Вот я вытряхнул. Вот она. Здесь 4 экземпляра, я надеюсь, как я и заказывал. Все очень аккуратно, можно сказать, с любовью к автору упаковано. И вот она, моя книжка там лежит. И я сейчас ее тоже вытряхну, друзья мои. Видите, ламинированная обложка. Вот, 4 экземпляра, все как положено. Все как положено. Положено работниками типографии. И теперь будем рассматривать эту книгу подробно. Выключу кондиционер. Что сказать? Ну, в общем-то, внешне она именно такая, какой я ее себе рисовал. Ну, сами видели. Да, и теперь обратите внимание, то же самое. Вот открываем, как на сайте Ридера. То же самое. Тоже все это аннотация. Сейчас найду ту самую страницу. Да, похоже? И вот она.
воплощенное уже в бумагу. Вот. Эта книга включила в себя мою прозу, поэтому я не стал ее называть как-нибудь по названием какого-то рассказа. Допустим, мог бы я назвать эту книгу, «Конь Пегасый», но заинтересовать там чем-то читателя у меня не было такого. У меня это такая систематизация моего творчества литературного и журналистского. Вот, поэтому это у меня уже 4-я книга. Первые книги у меня, вот они тут. Это 1-я книга «Стихи», тоже твердый переплет. Вот она фиолетовая, но в таком свете она выглядит синей. Так. 2-я книга у меня «Очерки». Ну, это потолще книга. И 2-й том очерков. Да? Александр Мефодьевич, здравствуйте. Здрасте. Специалист соцзащиты, мы с вами разговариваем. Да-да-да, жду вас. Скажите, у вас точный адрес Шевченко 288, корпус какой? Корпус 2. Корпус 2. И в навигатор также, да? Потому что я человек приезжий. Да, корпус 2 также, да. Знаете как, со стороны Тургенева, да, получается, туда вот? Да, лучше со стороны Тургенева, да. Как подъедете, там, если людей не будут, у нас калитка электронным ключом открывается, просто позвоните, я спущусь. Ага, подъезд какой у вас? Подъезда нету, подъезд у нас один. Я поняла, у вас территория огорожена забором. Да. Так. Я буду из города выезжать, я вас заберу, хорошо? Конечно, да, я дома буду ждать вас. Ну, не с города, в смысле, а с работы. Хорошо. В смысле, когда вас ждать? Ну, сегодня после обеда. Просто тут еще адреса накидали. У нас же не кабинетная работа, мы очень много по семьям выходим. Ладно, хорошо. Ну, я думаю, что я после 3 к вам выйду. Хорошо, ладно, все, всего доброго. Маша дома или... Так, продолжаем про книгу. И так что это, почему такое название? Это такая систематизация. То есть я разбил свое творчество на стихи. Можно было, конечно, назвать поэзией, но я назвал стихи. В общем-то, практически одно и то же. Очерки, ну, в очерке там есть и очерки, и путевые заметки, и портретные какие-то зарисовки, и просто статьи. Поэтому я объединил просто одним названием очерки, ну а это объединил вот в название проза. Так, в книге у меня 334 страницы. 334 страницы. Это, по-моему, самая тонкая книга из всех 4. Сейчас посмотрю, сколько у меня в стихах. Нет, стихи тоньше. В стихах у меня 200, ну где-то 268 без оглавления. Просто там нумерации нету. В стихах у меня 268, здесь 340. Вот. В этой книге, сейчас посчитаем, сколько рассказов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 рассказа классических. И рассказы на одну букву. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 рассказов на одну букву. То есть, где все слова начинаются с одной буквы. Книга, в отличие от стихов, снабжена иллюстрациями. Ну, иллюстрации я вам уже показывал. Ну, вот, допустим. Иллюстрации я создавал с помощью нейросетей. Ну, сам придумывал стиль, сам делал описание. Нейросеть не рисовала. Я там делал некоторые исправления, ну, с помощью других программ, где-то даже с помощью фотошопа. Но в основном, конечно, это работа моя и искусственного интеллекта. К каждому большому рассказу у меня здесь есть иллюстрации. И эту книгу еще отличает то, что здесь у меня есть блок примечаний. Где я рассказываю, ну, делаю какие-то пояснения по тексту, но, в общем-то, я просто здесь рассказываю историю написания, вот видите, примечания автора. Здесь я делаю описываю историю рассказа. Вот, допустим, «Бомба для Парижа». Идея рассказа возникла в 1994 году, когда я служил в отдельном взводе конвойной службы ОВКС УВД Читинской области. Обедая в столовой следственного изолятора номер 1, за одним столиком вместе с моим сослуживцем Дмитрием Ишениным я стал на ходу придумывать историю о судьбе немецкого летчика, влюбленного во француженку, о том, как во время бомбардировки Парижа был разрушен ее дом. Я вел рассказ от первого лица, как бы рассказывая ему, своему сослуживцу Йогану, который мне напоминал голубоглазый блондин Дима. К тому же мы носили тогда только что введенные куртки на молнии и пилотки, которые напоминали мне форму Люфтваффе. Дима к тому же любил напевать какую-то немецкую песенку. Дима решил, что я просто пересказываю прочитанную где-то книгу, и очень удивился, когда я сказал, что я только что придумал ее в столовой СИЗО. Столовую я называл в своем рассказе «Кафе в оккупированном Париже». Он попросил меня изложить рассказ на бумаге, я пообещал, но рассказ мне никак не давался, хотя я приступал к нему несколько раз, испробовав несколько форм. Одной из идей была попытка изложить историю от имени Сапог, главного героя, но позже я решил соединить рассказ Гюнтера с впечатлениями о реальной встрече с немцем из ФРГ, ветераном вермахта, в отеле «Солярис» в городе Шебеник в 1989 году во время туристической поездки в Югославию. Вот. Ну и здесь у меня есть, конечно, включены именно исторические факты. Это и бомбардировка Парижа, а также, вот, допустим, пояснение к странице 14, 2 июля 1942 года мы бомбили бухту Анапы. И пояснение. То есть это цитата из книги. И бомбардировки Анапы начались в июле 1941 года, но особенно интенсивными они стали в июле 1942 года. Одной из ключевых целей стал порт Анапы, который был серьезно поврежден в результате налета 2 июля 1942 года.
Город был захвачен немецко-фашистскими войсками 30 августа 1942 года. В период оккупации многие жители были привлечены к принудительным работам. Освобождение Анапы произошло 22 сентября 1943 года в ходе Новороссийско-Таманской операции, которую проводили силы Черноморского флота и Северо-Кавказского фронта. Вот. И вот так вот такие пояснения у меня к каждому рассказу имеются. Андрей Стрельцов пишет: прочитай 111 страницу. Хорошо, попробую. Это самый короткий рассказ в этой книге. Называется «Вир-Вир». Я прочитаю то, что вот... без то, что не обрывается. Вир-Вир очень напугался. Он никогда не был на земле и не видел ее так близко. Он лежал, уткнувшись своим маленьким тупым клювиком в песок. Здесь все было чужое, большое и страшное. Вир-Вир привык видеть все сверху. Земля под ним, казалось, всегда плавала из стороны в сторону, а тут она была неподвижна и притягивала его как магнит. Вир-Вир поднял голову и увидел голубое небо, где продолжали кружить стайки его приятелей-стрижей. Но они ничем не могли ему помочь. «Скорее, скорее в небо!» — подумал он. Он попытался взмахнуть крыльями, но не смог. Лапки его были слишком короткими. Он смог чуть-чуть проползти вперед на брюшке. «Я пропал», — подумал он. «Я больше никогда не смогу подняться в голубую высь. Что же мне теперь делать? Почему я не дослушал тогда маму? Ведь она хотела подсказать мне, что делать, когда я упаду на землю». И он заплакал. Но от слез не было никакой пользы. Он снова забил крыльями, но зато еще больше продвинулся немного вперед к краю песочницы. Вир-Вир очень устал, но продолжал отчаянно бить крыльями по земле. Песок летел во все стороны, а Вир-Вир оставался на земле. Он помогал себе клювом, он скреб по земле лапками и, наконец, добрался до деревянного бортика песочницы. Вир-Вир собрал последние силы и еле-еле вскарабкался на бортик. Он собрал остатки сил и оттолкнулся от бортика, как от трамплина, и неожиданно для себя полетел. Он взмыл вверх еще мгновение, и он оказался в окружении радостно встретивших его собратьев. Он полетел к маме и сказал: «Мама, я сильно пожалел о том, что я не послушал твоего совета, когда упал на землю». Ну, вот такой отрывок. И я сейчас прочитаю историю создания этого рассказа. Вир-Вир. По сути, это должна быть сказка, которую я написал по просьбе Ирины Размахниной, с которой был в браке. Она училась на психолога в Забайкальском государственном гуманитарно-педагогическом университете, позже ЗапГПУ. Ой, ЗапГУ. ЗапГУ. И сказка ей потребовалась в качестве контрольной работы по сказкотерапии. Я выполнил ее просьбу, но преподаватели работу оценили слабую, как сказку, но с художественной стороны вполне достойную. Особенно, как вспоминала Ирина, преподавателю понравились слова: «Земля под ним, казалось, всегда плавала из стороны в сторону». Ну, вот такое вот. Благодарю за прочтение 111 страницы. Историю про немецкого летчика, влюбленного во француженку, уже нам ты ранее рассказывал. Да, рассказывал. Единственное, что я там не до конца все рассказывал. Ну, в общем-то, это... Ну, в общем, друзья, книга удалась именно вот физически. Я ее представлял именно такой.
именно с такими иллюстрациями. Иллюстрации очень хорошо все пропечатаны, они занимают целиком страницу. Большинство страниц, видите, они, вернее, большинство иллюстраций, они о любви, вернее, рассказов о любви и, конечно, иллюстрации о любви. Везде тут вот девушки у меня. Вот опять девушка. Вот девушка сидит, плачет, рыдает. Ёлки-палки. Вот сидит девушка, рыдает. Ну, есть, конечно, тут у меня такое с юмором. Вот о встрече двух Робинзонов на острове необитаемом. Есть повесть про индейцев. Есть повесть про индейцев. И вот иллюстрации такие есть тоже. В общем, прогресс шагнул далеко вперед, друзья мои. Прогресс шагнул далеко вперед. Если раньше, ну, как говорят, нет такого солдата, который бы не мечтал стать генералом, и нет такого писателя, который бы не хотел увидеть свои книги. В советские времена очень было сложно издать книгу, потому что все было политизировано, это раз. Во-вторых, чтобы написать книгу, чтобы напечатать книгу, надо было ждать огромных очередей, надо было быть членом Союза писателей, а чтобы стать членом Союза писателей, надо было иметь книгу, был такой замкнутый круг. Вот. Не имеешь книги, не можешь стать членом Союза писателей. А не можешь, если ты не являешься членом Союза писателей, ты не можешь издать книгу. И вот люди там, я не знаю каким образом, но вот так вот извращались и всячески, и правдами, неправдами печатали книги, становились членами Союза писателей. Кстати, это звание, этот статус, он, конечно, давал преимущество в том, чтобы встать в очередь на издание своей книги где-нибудь в издательстве. Конечно, все старались печататься в Москве, хотя в каждом регионе было издательство, и у нас в нашем регионе было Восточно-Сибирское книжное издательство, которое располагалось в Иркутске, и все книжки моих любимых писателей, Граубина, там, Кузакова, Вишнякова, они все издавались в Иркутске. Вот. И у меня дома сохранились книги вот именно с грифом именно Восточно-Сибирского книжного издательства. Ну, в других регионах были, конечно, свои издательства, но, я повторяю, все старались, и было очень престижно и почетно напечататься в Москве. Конечно, такие крупные писатели, как Константин Седых, Василий Балябин, они печатались в Москве, вот их знаменитые романы «Даурия», да, и «Забайкальцы». Вот, печатались, конечно, в Москве, становились известными и знаменитыми на весь Советский Союз, по ним потом делали сценарии, снимали фильмы, вот как «Даурия», да. Поэтому, простым там смертным, кто просто писал, кто, как я, просто был любителем, ради хобби писал, не старался там быть писателем, чтобы с этого получать какие-то выгоды, какие-то дачи там, да. Писатели в Москве имели государственные дачи. Но с наступлением перестройки Горбачевской, с появлением частных издательств, частных типографий, это стало возможным. И я тоже свои первые книжки напечатал в частном издательстве. Но они были очень примитивные, без иллюстраций, напечатаны способом высокой печати, ну или офсетной печати. Не очень качественные, на плохой бумаге, в мягкой обложке, просто скрепленные там скрепкой, да, металлической.
Но, тем не менее, я очень тоже радовался. И вот пришло время, когда каждый человек может иметь у себя вот такую книгу. То есть можно издать свои дневники, письма, можно, то есть просто вот, как, знаете, бывает, бумаги какие-то лежат, да, и их просто хочется переплести в какую-то папку и положить на полку, чтобы они лежали. А это более такой цивилизованный способ, когда ты собираешь все, что ты написал, верстаешь и издаешь книгу и ставишь ее на полку. Вот. Просто вот замечательно. Для меня это, еще раз повторяю, что за эту книгу я за ее издание я не платил ни копейки. Вот. И только вот я заплатил, чтобы эта книга, ну, за доставку заплатил и за то, сколько она стоит, чтобы вот ее купить, то есть по цене, то есть по тарифу, который предлагает. Кстати, я сам участником был, конечно, и... нет, это когда она продается в магазинах, там я устанавливаю цену, да, а так нет, у нее твердая цена, именно исходя из себестоимости. Эту книгу отличает, что у нее твердый переплет и шитый твердый переплет. Это самый дорогой вид печати. Вообще можно, вот я сейчас вам покажу еще раз. Вот еще раз покажу. Вот, допустим, вот сайт этой книги. Тут ее можно, видите, опять редактировать, что-то вносить какие-то изменения, потом опубликовать с изменениями. Есть сайт книги. Электронная стоит, смотрите, 200 рублей, а печатная 816. Но это стоит мягкий переплет. Мягкий клееный переплет. А сама вот твердый переплет, он стоит, я говорю, там, чем меньше тираж, тем больше. Здесь вот написано, смотрите, 19, ну, почти, короче, 20 тысяч за 50 экземпляров. Но, опять же, это что такое? Чем больше тираж, тем дешевле цена одного экземпляра. Чем меньше тираж, тем дороже. Это понятно. Вот здесь все отслеживаю в своем кабинете. Видите, написано «Услуга оказана». Вот передана в доставку 5 июля. Доставка, улица Крымская, 218, это СДЭК. Можно заказать аудиокнигу, тебе ее какой-то там чтец или актер начитает. Это тоже очень интересно. Оффлайн продажи заказать, продвижение заказать, буктрейлер заказать. Вот мне сейчас пришло тоже сообщение с Reader.ro. Там написали, что можно эту книгу отправить куда-то на фестиваль. Вот. Но у меня такой цели нет. Я не хочу там покорить сердца читателей, там, чтобы были какие-то миллионные тиражи. Эта книга очень личная. Она моя, ну, это-то ладно еще, там можно что-то читать, и любой ее поймет. А вот, допустим, книги-очерки, да, вот так. Ну, я показывал, да? Так, сейчас же вы смотрите эту, да? Вот, так вот, там еще более лично, поэтому кому она нужна, кроме меня самого, как Карамзин писал? Вот 18 июня она была одобрена к публикации, и даты обновления статистики и продаж, вот она на Litres вышла, на Bookmate, Wildberries Digital, то есть электронная, цифровая. Ну, Amazon пока нету, Яндекс, Bookmate нету. МТС строки, вот она тут, статистика магазин строки. Первый раз, кстати, вижу, это новое. Билайн книги. То есть в куче магазинов она потом поступает, ну как, не виртуальных магазинов, а как они называют, маркетплейсы, да? Вот, и там ее можно заказать в физическом виде, но только в мягком переплете. А
вот в твердом переплете, который я вам показывал, демонстрировал сейчас, это заказывается сам автор. Вот. Я не знаю, конечно, наверное, есть возможность, вот, допустим, ну, кто-то вот хочет забашлять, посылает там 50 тысяч, допустим, и печатает эту книгу в твердом переплете. Но я не знаю, можно так, не может, если какой-то сторонний человек. Наверное, можно. Можно, конечно, скорее всего. Вот, это надо связываться просто с менеджерами. Вот видите, вот какие еще услуги здесь оказывают. Можно про аккаунт оплатить, это 1500 в месяц, и пользоваться более расширенной версией верстки, но меня такая устраивает вполне. Можно заказать редактуру от 4200, корректуру, чтобы ошибок не было в книге, простая верстка 990, и дизайн обложки можно сделать 3900. Вот, то есть это вот платно. Это, ну, я же делал все сам, потому что у меня есть специальная подготовка, и мне не составляло труда сделать вот такую обложку, допустим. Фотография у меня, видите, тут свежая, с бородой. Единственное, что я здесь себе пиджак сгенерировал. Вот, все остальное. И тут у меня вот все мои книги, проза, очерки, первый, второй том, стихи, потом рассказы на одну букву. Рассказы на одну букву, она маленькой брошюркой. Ну, вот если посмотреть, вот она. Вот. Я ее создал 16 августа 2015 года. И она у меня сейчас везде. Видите, вот эта книга везде уже. Вот публикация в магазинах, на Озоне, и здесь она вот даже на Амазоне. Вот это МТС строки, Билайн книги. Здесь она вообще электронная версия 60 рублей, а печатная 420. Вот, что еще? Ну и есть здесь, вот где-то тут сейчас, вот сайт книги. Сайт книги. Вот тут опять тоже, тут можно прочитать фрагмент, можно нажать кнопочку «Купить». Тут всего 36 бумажных страниц. Тоненькая книга. Форматы электронные, вот FB2, PDF Read, Mobi и EPUB. Вот, можно подробнее. Отзывы, оглавления, читать фрагмент. Ну, отзывы мало кто тут чего пишет. Ну, так, в основном, вот в 23-м году мне тут один какой-то человек поставил 5 звездочек. А вот Петров, Александр Петров, тоже 5 звездочек. В этом году, кстати, он 8 марта. Так. Всем книгам присваиваются вот эти вот коды, ISBN, номера. Ну, то есть это полноценная книга. По желанию автора и за дополнительную плату, опять же, которую автор делает, эта книга может поступить во многие, значит, библиотеки крупные, то есть в Москву. Это Книжная палата, библиотека имени Ельцина. И еще, в общем, какие-то там, ну, всего 16 экземпляров по всей России, конечно, она в Петербург идет, в общем, в обе столицы. Так что тут еще вот статистика есть. Вот, видите, написано: вчера страницу вашей книги просмотрел один человек, вот 17 июля 2024 года. Вчера страницу вашей книги просмотрело 2 человека. Вот. Стихи. 13 июля бесплатный фрагмент вашей книги прочитал 1 человек. 4 июля страницу вашей книги просмотрел 1 человек. 28 июня страницу вашей книги просмотрел 1 человек. Вот. Если кто-то делает покупку книги, то здесь тоже все отображается. Есть, ну, как бы я их не стараюсь там продавать, и они сделаны не для, еще раз повторяю, не для продажи эти книги сделаны, а для того, чтобы они просто были
культурно стояли на полочке у меня, а не валялись отдельными листками где-то или просто в компьютере были. Все-таки физическая книга – это осязаемая, гораздо, мне кажется, приятнее ее читать. Вот. Еще раз привет из города государственного преступника, еще раз привет городу государственного преступника и Алексею Скворцову. Так что, друзья, книга есть. Знаете, когда она из электронной превращается вот в такой вот осязаемый предмет, для меня уже такой особой новости и восторга нету, потому что это уже как-то не первая книга, тем более, и я уже к этому привык. Я знал, что книга получится, потому что сайт Reader.ru, он очень хорошо демонстрирует именно предпросмотр. То есть все страницы, все там можно пролистать, как располагается текст на странице, если есть какие-то косяки, там же можно все исправить. Так что, ну, тут и вот короткая моя биография, о чем книга. Вот тут тоже можно напечатать портрет. Ну, я думаю, если здесь у меня портрет уже есть, то тут он будет, конечно, на этой странице излишен. Кстати, почему-то книга пришла без этих целлофановых упаковок. А вообще где-то здесь написано, что книга это 18+. Да, в соответствии с федеральным законом от 2010 года гриф 18+. Потому что есть сцены распития спиртных напитков, курения и легкой эротики. Вот тоже иллюстрация. Камера, конечно, не дает такой вот четкости. Ну, иллюстрация очень хорошая. Бумага очень хорошая. Все здесь лицензировано. То есть, вот, допустим, написано, сейчас где-то здесь написано. Видите, шрифты предоставлены компанией Paratype. Вот. А я здесь еще сделал такую подпись вот здесь в конце, что иллюстрации созданы с помощью нейросетей. Bing Image Creator, и диаграмм, и фокус. Вот. Вот такие дела. Один экземпляр я отправлю в Читу моему другу Диме. Вот. Ну, может быть, даже сегодня схожу, отправлю. Потому что он ее тоже ждет. Вот. И один экземпляр брату Юре. Я сегодня ему звонил, даже хотел прямо с СДК к нему идти, но не дозвонился. То ли он на улице, то ли не знаю. Вот. Но не было бы зато распаковки. А сегодня я тут при вас прямо все и распаковал. Так что вот книжка есть. Спасибо, кто смотрел меня. Всего доброго. До свидания. Сейчас сделаю новую обложку, ну, к этому видео. Презентация состоялась. Рассказал, что такое ридеры, показал книгу, показал, что она очень сделана качественно. Единственное, не показал, какие есть варианты печати книги. Так, сейчас. В общем, там, по-моему, 4 разновидности. Мягкий переплет клееный, потом есть твердый клееный и есть твердый шитый. И еще какой-то есть. Так что поверьте мне на слово. Ну и все. Ах, да, чуть не забыл.
Я же это хочу отметить кефирчиком с пирожком. За книгу. Вкусно.